Приветствую, друзья! В этом видео хочу вам привести статью профессора Столешникова о его опыте лечебного голодания. Профессор Столешников уже более четверти века является дипломированным врачом в России и лицензированным доктором в Соединенных Штатах. Ссылку на сайт, на котором приведены статьи профессора, прикреплю под видео. По ходу статьи буду вставлять свои комментарии, исходя из собственной практики голодания, которым я занимаюсь уже более 5 лет. Подписывайтесь на канал, смотрите плейлист, в котором находится это видео. В нем я рассказываю о своем опыте осознанного голодания. Самочувствие при крейсерском голодании, то есть где-то с 3-4 дня и до выхода, будет варьировать от плохого и скверного до отвратительного и невыносимого. Первые же 3 дня самочувствие будет различным, в зависимости от того, первый раз вы голодаете или нет. Первый раз все трудно, в том числе и начать голодать. Первый раз действительно будет очень хотеться есть, а к вечеру может быть даже озноб и небольшая температура. Если же вы голодаете не первый раз, то вход в голодание будет элементарным и безболезненным. Вы легко перестанете есть и легко войдете в голодание, однако с началом интоксикации легкость кончится, и даже у привычных голодающих начнется интоксикация и плохое самочувствие. В принципе, первый день голодания не является голоданием, как не является голоданием и второй день. В самом деле, что из того, что вы не едите один день? Может, вы его еще не выдержите, этот один день, и тогда не произойдет даже одного дня голодания, и подытоживать вообще будет нечего. Это, так сказать, с объективной точки зрения. А с биохимической точки зрения, особенность входа в голодание заключается в том, что в организме есть запас глюкозы в виде полимера крахмального типа, гликогена в печени, который на 48 часов, то есть на первые 2 суток голодания, обеспечивает легкоусвояемую энергию в виде глюкозы. Таким образом, первые 48 часов неприема пищи для организма голоданием тоже не являются, это лишь разгрузка. Глюкоза – это основной источник энергии организма. Глюкоза – основной источник энергии в первую очередь для мозга. А какой же основной источник энергии для сердца? Отнюдь не глюкоза, а так называемые ненасыщенные жирные кислоты, то есть продукты распада жира, так называемые кетоновые тела, которые представляют собой короткие молекулы жиров типа ацетона. Отсюда первый практический вывод. Голодание чрезвычайно полезно для сердца, поскольку голодание характеризуется именно обилием кетоновых молекул, которые в отсутствии глюкозы образуются утилизацией жира на энергию. То есть при голодании сердце не голодает, а пирует. Голодает мозг. И действительно все реакции в процессе голодания замедляются, и мысли ворочаются в мозгу с трудом. Однако это не оказывает вредного действия на мозг. Вы посмотрите скептически и недоверчиво. Но наоборот, такое впечатление, что пропадают только плохие и вредные мысли. Говоря о глюкозе, необходимо подчеркнуть вредность обычного сахара, который мы покупаем в магазине. Этот столовый сахар отнюдь не глюкоза. Этот столовый сахар – кристаллы химического вещества сукрозы, которое представляет собой 2 скрепленные между собой молекулы глюкозы и фруктозы. Причем эти глюкоза и фруктоза не являются идентичными натуральной глюкозе и фруктозе, но находятся в другой оптической форме, то есть практически это другие вещества, и поэтому организм еще должен расщепить эту чужеродную сукрозу, а полученную чужеродную глюкозу и фруктозу превратить в натуральную. На это все организм должен затратить много энергии и ферментных механизмов. Сахар из магазина – это трудноусвояемое чужеродное организму и вредное химическое вещество – сукроза. В организме эта сукроза не встречается, и именно чужеродностью, необходимостью серии трансформаций и дополнительной затраты на это энергии и обуславливается вредность столового сахара для организма. Натуральная же глюкоза и еще один полезный вид сахара, натуральная фруктоза, являются легкоусвояемыми сахарами, которых в столовом сахаре нет, но которых много, например, находится в натуральном меде. Таким образом, сахар сахару рознь. Здесь хотелось бы добавить от себя, что после длительных голоданий организме появляется способность отличать полезные продукты от вредных.
После выхода из первого 15-дневного голодания мой организм перестал воспринимать сахар, кофе, соль, мясо, жареные и вареные продукты. Еще раз, голодание до 3 дней не является очищающим, но только разгрузочным по своей сути. Вот почему, когда вы отголодали неделю, на самом деле вы отголодали только 5 дней. Когда вы отголодали 10 дней, то на самом деле 8 и так далее. В течение голодания до 3 дней организм просто временно теряет вес за счет потери воды, солей и гликогена, который он быстро набирает после этого. И вообще, положительное действие голодания до 3 дней заключается в основном в отдыхе, разгрузке, очистке пищеварительного тракта, что, собственно говоря, тоже немаловажно. Настоящее голодание начинается только с 3-го дня на воде. Истинное голодание характеризуется так называемым кетозом, когда организм переходит на расщепление жира и своих собственных вредных тканей и начинает питаться конечными продуктами их расщепления, так называемыми жирными кислотами, типа ацетона. В противоположность при обычном питании, организм в конечном счете питается глюкозой. Голодание характеризуется свинцовой тяжестью во всем теле и гадким, отвратительным привкусом и запахом изо рта. Гадкий вкус во рту обуславливается выделением токсинов не только через почки, но и через все 12 метров человеческого желудочно-кишечного тракта, включая ротовую полость, а также с кожей и легкими. То есть организм выделяет токсины всеми возможными способами. Выделение токсинов через ротовую полость и легкие обуславливает такое гадкое кетоновое амбре, что не рекомендуется дышать на окружающих. Когда я где-то с 10-го дня своего первого длительного голодания выходил ночью, в июле месяце прогуляться, то на фоне темного неба, я как зимой видел свой выдыхаемый воздух, как токсический выхлоп. Столько шлаков у меня выходило с выдыхаемым воздухом. Во время голодания приходится часто сплевывать гадкую слюну. Это тоже способ выведения токсинов во время голодания. Если вы высунете свой язык во время голодания, то вы увидите, что он весь обложен плотным бело-желтым налетом. Чем темнее цвет и толще налет, тем больше загрязнен организм. Весь желудочно-кишечный тракт до самого низа обложен таким налетом. Этот налет получается в результате выделения токсинов всей поверхностью ЖКТ. Свинцовая тяжесть тела обуславливается токсемией, то есть циркуляцией токсинов кровью из жировой клетчатки к печени и почкам, а также переходом обмена веществ вместо глюкозы на жирные кислоты, которые требуют более трудоемкого и длительного процесса расщепления до универсального продукта энергетического распада пировиноградной кислоты, гораздо быстрее получающейся в результате распада глюкозы. В запущенном состоянии диабетические больные вынужденно приходят к этому жировому способу утилизации энергии. Но тогда уже это является проявлением болезни и тяжелым состоянием, у диабетиков называемым кетоз. От больных запущенной формой диабета пахнет ацетоном, как и изо рта лечебно голодающего, но это две разные вещи. Больные сахарным диабетом, при котором нарушено усвоение глюкозы тканями, вследствие чего глюкоза накапливается в тканях, вызывая их поражение, должны из этого сделать вывод, что голодание является самым физиологическим методом лечения диабета. Во-первых, голодание дает возможность восстановиться собственным клеткам организма, которые вырабатывают инсулин. Во-вторых, организм приучается к использованию альтернативного жирного источника энергии. В-третьих, организм диабетика на голодании приучается легко переносить гипогликемию, то есть обморочные состояния, связанные с внезапным понижением обычно повышенного сахара в крови у диабетиков. Часто диабетики вычеркивают себя из списков голодающих, говоря, что, дескать, они не переносят пониженный сахар, и им голодание противопоказано. Ответ им простой. При голодании организм переходит с углеводного обмена, на котором построен весь их диабет, на жировой. Во время голодания вы живете на жирных кислотах, и весь ваш сахар в крови становится просто лишенным смысла показателем. Он становится ненужным, и ваша поджелудочная железа, вырабатывающая инсулин, получает шанс на восстановление. Какие болезни лечатся голоданием? Ответ простой. Все уже существующие, а также и все будущие болезни.
Если болезнь не лечится голоданием, то она не лечится ничем. В случае голодания мы предоставляем самому организму стать хирургом и избирательно удалить болезнетворные ткани и клетки. Вы должны понимать, что все приобретенные с возрастом болезни являются результатом хронической интоксикации, которая просто проявляется по-разному у разных людей. Один человек, в конце концов, заболевает астмой, другой диабетом, третий раком, а у четвертого на вскрытие такие кальцифицированные сосуды сердца, что патологоанатом не может их разрезать острым ножом. Голодание самопереваривает болезнетворные ткани и клетки и растворяет и выводит соли токсинов. Организм обладает высшей мудростью, способностью к распознаванию болезнетворных клеток и тканей и к их уничтожению. Мы просто должны предоставить ему эту возможность и вести его в этот режим. При лечебном голодании токсины выводятся из организма всеми имеющимися в наличии путями. Токсины разделяются на два вида – водорастворимые и жирорастворимые, поэтому и пути выделения их из организма различны. Почки, слюнные железы, легкие и желудочно-кишечный тракт на всем его протяжении выделяют водорастворимые яды. Отсюда постоянная гадость во рту и постоянное неприятное чувство подташнивания в желудке. Жирорастворимые же яды выводить организму гораздо тяжелее, чем водорастворимые, и эта работа выполняется печенью через желчь и кожей. Отсюда следуют первые практические выводы. Вы должны принимать теплый душ раз в 2-3 дня, чтобы смыть с кожи жирорастворимые токсины. Жирорастворимые яды выделяются печенью с желчью. Куда? В кишечник. Именно этим объясняется тот факт, что при голодании обильно выделяется черная желчь, несмотря на отсутствие пищи в двенадцатиперстной кишке, каковая является обычным стимулом для выделения желтой желчи при питании. Черной желчи во время голодания выделяется в кишечник много и постоянно, что, естественно, не связано ни с какими приемами пищи, но с выделением в кишечник из печени жирорастворимых токсинов. Желчь у голодающего черного, как деготь цвета, с желтоватым отблеском. Если не делать клизму, то за 21-31 день голодания в кишечнике накапливается и конденсируется такое огромное количество черной желчи, что когда вы возобновляете прием пищи, то обильный черно-черный желчный стул может быть в течение 2-3 первых дней. Кроме этого, если не применять очистительные клизмы, нельзя исключить обратного всасывания жирорастворимых ядов из желчи, конденсирующейся в кишечнике. Ясно, что в отличие от других авторов, я вижу прямое показание к регулярным клизмам во время голодания. Однако ими нельзя злоупотреблять и делать их каждый день. Потому что, если клизмы делать каждый день, то на выходе из голодания будет дольше восстанавливаться двигательная функция кишечника. Промывающие клизмы обычной теплой водой надо делать не чаще, чем раз в 4-5 дней, и не стремиться усложнять эту процедуру, которая и так сама по себе достаточно неприятная. Однако клизмы не догма. Некоторые люди, например, не переносят клизмы вообще. Однако даже если вы вообще не переносите клизм, то сделать клизму на выходе из голодания – это настолько качественный рывок, который надо только испытать, чтобы почувствовать это. То есть перед тем, как начать пить свежевыжатые соки, вы обязательно должны сделать промывную клизму из кружки эсмарха, и вот тогда вы воочию увидите черный яд, выделенный вашим организмом. И тогда вы поймете смысл парадокса. В то время как кулинары придумывают десятки тысяч эстетических способов засунуть пищу с верхнего конца пищеварительного тракта, проблема в том, как эффективно хоть каким способом извлечь остатки этой пищи с нижнего конца оного. Здесь хотелось бы добавить о важности прочищения желудочно-кишечного тракта как перед входом в голодание, так и перед выходом из него, а также во время самого голодания. Лично я для этого использую соду. О полезных свойствах соды, а также как правильно провести содовую чистку, смотрите в следующих видео. Цвет мочи зависит от количества потребляемой вами воды. Чем обусловливается желтый цвет мочи? Расхожее понятие, что мочевиной. Нет, мочевина бесцветна.
Желтый цвет мочи обуславливается небольшим количеством водорастворимой формы пигмента билирубина уробилиногена, выделяющегося печенью в кишечник и попадающего в небольшом количестве в мочу. Моча голодающего очень кислая, что отражает сильно кислотное или по-медицински ацидозное состояние пациента. Сильный ацидоз является условием растворения и вымывания токсинов в кровь. Автор лично проверял кислотность мочи с помощью фабричных лакмусовых индикаторов. При обычной кислотности мочи в районе 6 единиц кислотность мочи при лечебном голодании опускается до района 2, что является прямым показателем присутствия в моче выводимых из организма кислых продуктов распада токсинов. Резкая кислотность мочи во время лечебного голодания обуславливается необходимостью вывести выделяющиеся из тканей в кровь кислоты, чтобы поддержать гомеостаз, то есть закон постоянства кислотности крови. Простой опыт. Если вы, когда не голодаете, возьмете утреннюю порцию мочи в баночку и поставите ее постоять, то довольно быстро в ней появится осадок, обусловленный наличием органических солей. Недобросовестные целители иногда используют этот прием для демонстрации очищения организма от применения их методов. Вот, дескать, после моего сеанса у вас вся соль выделилась из организма. Но если вы возьмете мочу пациента на лечебном голодании, то эта моча никогда не даст осадка, настолько она кислая. Итак, вы вошли в голодание. Организм живет расщеплением жиров и накопленных ядов. Те яды, которые организм не может расщепить на энергию, организм выводит вышеуказанными способами. Вы хоть себе представляете, какое количество ядов накапливает средний человек в своем организме к 40 годам? Расчеты, основывающиеся на потере веса во время голодания и на процентном соотношении различных тканей тела, показывают, что не менее половины веса тела человека после 40 лет составляют сконцентрированные яды, отложенные в запасном виде. Посчитаем. Если человек весит 90 килограммов, то депонированные токсины у него составляют половину. То есть сам человек, его живое ядро из 90 килограммов составляет только 50 килограммов. Но если человек весит 160 килограммов, а для жизни ему вполне достаточно тех же 50 килограммов живого ядра, то это уже составляет отнюдь не половину, а уже 2/3, то есть 75% его тела – это депонированные токсины, 110 килограммов. А если человек весит 200 килограммов, сколько в нем токсинов, если его живое ядро те же 50 килограммов? 150 килограммов шлаков. А сколько жирорастворимых ядов откладывается в свободной жировой ткани внутри организма? Это вы увидите по тому огромному количеству желчи, которая будет вымываться с клизмами из вашего кишечника. В женском и мужском организмах свободный жир находится в разных местах. У женщин жир откладывается преимущественно в бедрах или нижней части живота. У мужчин жир откладывается в основном в забрюшной клетчатке, между позвоночником и органами брюшной полости. Именно поэтому у мужчин наблюдаются огромные животы совершенно без пропорции с толщиной подкожной жировой клетчатки. Потому что жир размещается не на стенке живота, а глубоко-глубоко, позади органов брюшной полости, которые жир как бы отслаивает от позвоночника, обуславливая хронический запор. Кроме этого, большое количество жира откладывается у обоих полов в брыжейке кишечника. Брыжейка кишечника – это связки, которые держат кишечник прикрепленными к задней поверхности брюшной полости и предотвращают кишечник от падения в малый таз и запутывания. Поэтому живот является огромным резервуаром свободного желтого жира, доступного для откладывания солей токсинов. И весь этот жир служит для консервации ядов, попадаемых в организм, а раздутая брыжейка кишечника затрудняет прохождение пищи по кишечнику, замедляя его волны, перистальтику, и, соответственно, вызывает хронический запор. Организм не может допустить свободную циркуляцию ядов в крови. Организм должен защитить от ядов в первую очередь мозг, затем сердце и другие важнейшие органы. Вот он и откладывает соли ядов в наименее важных местах человеческого тела. А сколько ядов применяется в современном технократическом обществе? Простой батон хлеба,
содержит более 30 веществ, которые являются зарегистрированными химическими ядами. Именно поэтому этот батон хлеба мягкий всегда, сколько бы он ни лежал. Попробуйте сейчас достать мясомолочные и колбасные продукты, не содержащие гормонов. А что мы вдыхаем с выхлопными газами? Удивительно, что мы вообще не мрем, как мухи на лету. Приходится признать, что организм – это удивительное творение природы с огромными, но не бесконечными резервами компенсации.